Приветствую, друзья! Вспоминая, сколько шуму наделали бюджетные решения от Симгод, мы просто не можем пройти мимо одной из флагманских моделей от этого бренда EM10 Dream. Базируется новинка на одном динамике, целых 8 арматурных излучателях и тоже одном пьезоэлектрическом драйвере. То есть конфигурация, так сказать, далеко не из простых. На что же они способны по звуку? Об этом я сейчас вам и расскажу. Собственно, поехали! Приходят наушники в кубической формы коробки с обозначением качества и типа использованных в них излучателей, заводским графиком АЧХ и перечнем их технических характеристик. В комплекте идет документация, плотный бокс из кожзаменителя и 2 набора недорогих силиконовых амбушюр. Пользоваться такими вполне можно, но я бы предпочел что-то из более дорогих. Кабель выглядит солидно, он толстый, с хорошей гибкостью, 2 сменными штекерами на 3,5 и 4,4 мм, а также сопротивлением на каждый из жил равным по 25 Ом. Не идеал, конечно, но вполне достойно. Сами чашечки сделаны из тактильно приятной гипоаллергенной смолы с пятачком на торце звуковода, в котором прячутся фильтры от Noise, металлической вставкой на внешней части и небольшим отверстием для компенсации динамического и пьезоэлектрического излучателей. Смотрится это неплохо, да и к посадке с изоляцией никаких у меня вопросов нет. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас стандартный по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 94%, что вполне укладывается в норму. Фаза ведет себя естественно, а с водопадами на 30 и 60 дБ я предлагаю вам разобраться самостоятельно. По АЧХ же низкие частоты приподняты на 12 дБ с примерно таким же по амплитуде выделением области разборчивости, после чего идет легкий пик на псевдодетализации и максимально протяженные высокие частоты. Насадки, хотя и выглядят одинаково, однако дают небольшие отличия на самом верху диапазона. Поэтому обязательно попробуйте оба набора. Как видите, это мягче Into Aura Splendor 2 и агрессивнее T-Audio Hype 4 или Tengzu Neza. Ближе всего они, наверное, к Yadin Canon 2, но тоже не один в один. Умеренная такая настройка, не слишком амплитудная, но и не особо линейная. Сразу же хочется отметить, что EM10 довольно чувствительны к возможностям и выходной мощности предполагаемого источника. Поэтому не стоит рассматривать их для вашего, в том числе и музыкального смартфона, планшета или встроенной звуковой карты. Таким образом, вы наушники не раскроете, да и сами останетесь в некотором недоумении. А вот лампу на предусилителе они любят, как и любой отличный от откровенного бюджета стационар или плеер в сегменте от $600 и выше. Понимаю, что так отсеются почти все любители сэкономить, но это совсем не их случай. Тембрально наушники полностью оправдывают свои $400. Тут и мелодика богатая, и масштаб, и все возможные нюансы звукоизвлечения, включая, конечно, и элементы, на которые вы никогда не обратите внимания на чем-то подешевле. То есть слышна вся кухня звукозаписи, но без артефактов сэмплирования, перекрученной контрастности или попытки выехать на удушении низких частот.
Подача здесь максимально сбалансирована, никаких ступенек или разрывов в акустическом смысле нет. Все драйверы хорошо согласованы, да и достоверность с динамикой на очень приличном уровне. По характеру они скорее музыкальные, то есть без серости, сдержанности, сухости или мониторной отстраненности. Какого-то прямо уклона в разрешение тут нет, оттого и баса нормально, и вес у тембров вполне достоверный, и нет той спорной на вкус бритвенной резкости. EM10 – это про эмоции, глубину, объем и передачу пространства сцены в глубину, включая элементы второго и далее планов. Так что стилистика здесь может ограничиваться лишь вашей фантазией. Слушал на них сложную оркестровую музыку, мультиинструментальный джаз, различную вокально и текстурно ориентированную электронику, рок и чуточку металла. Нет, с последним все прекрасно, просто имея настолько богатую передачу тембральной составляющей, слушать что-то агрессивное электрическое хочется намного меньше, например, живого фортепиано, скрипичного концерта, контрабаса или того же церковного хора. Меня же в них просто зацепили высокие частоты, которые воспринимаются настолько естественно и натурально, что просто не понимаешь, как вообще может быть по-другому. Но минусы у них, конечно, тоже имеются. Серединка, на мой вкус, слегка, но оттеняется, и нет той родниковой прозрачности, что мы встречали, скажем, у T-Audio Hype 4 или Tengzo Neza. Компенсируется же это их магнетичностью, просто потрясающей выразительностью, подчеркнутой мелодикой, взрослым таким благородным характером и правильно выдержанным масштабом. Потрясающие наушники, я, друзья, с ними просто кайфовал. Итогом модели EM10 Dream от компании Simgod приятно выглядят, удобно сидят, кабель в комплект положили неплохой, просто богатейшая и правильно приготовленная конфигурация драйверов и, конечно, аккуратненько подогнанная настройка. Не сильно агрессивная, но и не очень линейная, так сказать, золотая середина. По звучанию же они ближе к Hype 4 или Canon 2, чем к Tengzo Neza. Масштабные, сверхвыразительные, с легким таким аналоговым смягчением, прекрасной реализацией на краях диапазона и просто чарующей серединкой. Все, что касается эмоциональности, насыщенности и глубины, это точно к ним. Да, они требовательны к источнику, а что вы хотите? ЦАП или плеер должны соответствовать данным наушникам по уровню. Мне они очень понравились. По возможности обязательно ознакомьтесь. Ну а на этом у меня все. Это была модель Simgod EM10. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подпишитесь. Всем, друзья, добра!